Здравствуйте, друзья! С вами Роман Фат. Сегодня я хочу поговорить с вами о вещах, которые не принято обсуждать прямо. Но именно они определяют финансовую реальность большинства людей. Все хотят быть богатыми, но немногие готовы признать, что бедность – это не просто отсутствие денег. Это определенный способ мышления и поведения. Это набор действий, который незаметно уводит вас все дальше и дальше от благополучия. И знаете, в чем ирония? Большинство людей не обеднело потому, что сделало что-то ужасное, а потому что они делали то, что принято. То, что делает большинство. То, что кажется нормой. Но на самом деле это привычки бедности. Сегодня я расскажу вам о 5 таких привычках. Если вы хотя бы одну из них узнаете, это уже точка роста. Потому что, осознав, можно изменить. И первое – это бедные живут здесь и сейчас. Но не в смысле осознанности, а в смысле на авось. Есть две большие разницы. Жить в моменте и жить без плана, без резерва, без понимания последствий. Бедные действуют реактивно. Сначала эмоции, потом долги. Сначала решение, потом расчет. Сначала iPhone в кредит, а потом вопрос, как платить за еду. Я много раз видел, как люди берут кредит на телефон, а потом спрашивают, как мне выйти из долгов. Ответ прост. Начните думать не о том, как выглядит сейчас, а о том, кем вы хотите быть через год. Потому что богатые люди – это не те, кто себе все позволяет. Это те, кто планирует, прежде чем позволить. Однажды ко мне за консультацией обратился парень, который взял 700 тысяч в кредит на свадьбу. Сказал, чтобы не было стыдно перед родней. Через 3 месяца уже попросил долг на аренду. А ведь можно было сделать ту же свадьбу, но по своему масштабу. Проблема не в деньгах. Проблема в попытке соответствовать чужим ожиданиям. Если вы хотите перестать быть бедным, перестаньте тратить деньги на чужие цели. Спросите себя, это действительно мне нужно или просто привычка быть таким, как все? Второе. Бедные экономят, богатые инвестируют. Многие думают, что путь к деньгам – это начать копить, откладывать, меньше тратить. И в этом есть доля правды. Но она заканчивается там, где вы начинаете сжимать свою жизнь до страха, вместо того, чтобы расширять свою способность зарабатывать. Богатые не боятся тратить. Они боятся терять время на нераскрытый потенциал. Они мыслят масштабом. Они не задают вопрос, как сэкономить на кофе, а задают вопрос, как заработать в 10 раз больше, чтобы не считать каждый кофе. Есть старая фраза, которую приписывают Рокфеллеру. Не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов. И это не о расточительстве. Это об умении двигаться вперед, а не к выживанию. Экономия – это стратегия страха. Инвестиции – это стратегия роста. И пока вы думаете, как урезать траты, вы не видите, где можно вырасти. Третье. Бедные боятся обучаться. Богатые боятся стоять на месте. Одна из самых токсичных фраз, которую я слышал от людей. Да я и так все знаю. Это маркер бедности. Потому что богатые всегда в процессе обучения. Не из комплекса, а из интереса. Они ищут новое. Слушают, читают, задают вопросы, совершают ошибки, пробуют снова. Бедные боятся ошибок. Богатые делают их пачками. И на этом они учатся и растут. Бедные боятся, что их не поймут, их осудят. Богатые понимают, что любая неудача – это просто итерация. Один из моих клиентов, успешный владелец сети офлайн-бизнесов, в 42 года пошел учиться копирайтингу. Я спросил его, зачем. Он ответил, чтобы самому понять, как это все работает. Если я знаю, как это все строится, я понимаю, кто мне пишет фигню, а кто работает глубоко. Вот и разница. Богатые учатся не потому, что им надо, а потому, что они не хотят зависеть. Четвертое. Бедные держатся за старое окружение. Богатые ищут среду роста. С кем вы общаетесь, тем вы и становитесь.
Это не эзотерика, а чистая психология. Бедные боятся выйти за пределы своей зоны комфорта. А на самом деле зона комфорта – это зона бедности, если в ней никто вас не толкает наверх. Вы когда-нибудь замечали, что как только вы начинаете расти, старое окружение начинает подшучивать, тормозить, стыдить? Это не злоба, это страх, что вы уйдете. И чаще всего так и происходит. Богатые окружены теми, кто провоцирует их расти. Выставки, сообщества, конференции, онлайн-курсы, бизнес-клубы, наставники. Это не элитное развлечение, это среда, где идет обмен новым мышлением. Если вы не поменяете свое окружение, ваше мышление не изменится. А если не изменится мышление, не изменится и счет в банке. И пятое. Бедные боятся рисковать. Богатые боятся не пробовать. Это фундаментальное отличие. Бедные мыслят: а вдруг не получится? Богатые мыслят иначе: а если получится? Бедные держатся за стабильность, даже если она разрушает. Богатые идут в зону неизвестности, потому что понимают, это единственная гарантия роста. Кто-то скажет: у бедных нет запаса, чтобы рисковать. А я скажу наоборот. Им нечего терять, и именно поэтому им нужно пробовать. Терять нечего, значит, можно развернуться. Главное не пытаться обезопасить себя до конца жизни. Этот путь в клетку, и эта клетка называется бедностью. Никто не говорит, что нужно ставить все на кон. Но не развиваться, не пробовать, не делать шагов, не ошибаться – это путь в гарантированную бедность. Если вы себя узнали хотя бы в одном пункте, это не приговор, это приглашение. Приглашение выйти из сценария, который передается поколениями. Бедность – это не цифра, это привычка. И привычки можно менять. Спасибо, что вы были со мной. Напишите в комментариях, в каком из этих пунктов вы узнали себя. И что готовы начать делать иначе. Еще больше полезной и интересной информации у меня в телеграм-канале. Подписывайтесь на него по ссылке в описании к этому видео. До встречи!